Добрый день, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал. И это финансовый гороскоп для солнечных дев. А также это видео подходит всем тем, у кого второй, шестой и десятый дома в натальной карте, это денежные финансовые дома, находятся в знаке Девы. И у кого, в принципе, заполненный канал Дев, то есть вы открываете в вашей натальной карте знак Девы, и там очень много планет, а это, как правило, люди, которые родились с 1957 до конца 60-х годов, либо же вы родились с февраля 1979 по октябрь 1980 года. Да, у вас тогда заполненный канал Девы, и все те, у кого заполненный шестой дом, неважно в каком знаке он находится. То есть у вас присутствует качество Девы, и обстоятельства вашей жизни заставляют вас вести себя как дева. В этом видео я буду рассказывать, почему образовались долги, почему сложно взять новый уровень, почему желание сделать что-то полезное, красивое, и как-то вот оно не стыкуется, страхи, фобии, сомнения, переживания в том числе, а также те качества, которые в Деве нужно реализовывать, и наоборот, я бы не советовала реализовывать и понимать, почему, если вдруг они начинают появляться, лучше их оставить в покое. Почему? Ну и, конечно же, расскажу, кому нужно где работать для того, чтобы денег было больше. Но я вам хочу сказать, что, посмотрев это видео, вы удивитесь о том, что я буду рассказывать, потому что это будет идти вразрез с попсовой астрологией, которую вы слышали на просторах интернета. При всем при этом это набирает какие-то сумасшедшие просмотры о том, что девам нужно быть критикующим. Девы – это самый противный знак зодиака, с ними жить невозможно, что нужно довольствоваться малым, экономить. И напишите в комментариях, чего еще, какую еще историю вы слышали про дев, а внутри вы думаете: нет, я вообще так жить не хочу. И я абсолютно в это поверю, потому что попсовая астрология – это уходящие тренды, заходящие тренды, залетающие вирусные ролики. Но прикладного к жизни, пожалуй, это ничего основательного, фундаментального не несет. Но людям интересно похохотать. Юмор, он такой, легкая эмоция, и пошли дальше. Что идет вразрез вообще со знаками Девы? И если мы будем говорить про качество Девы, которое нужно все-таки проявлять, опять же, давайте я сначала зайду по-другому, не как у других знаков зодиака, и скажу сразу профессии, где нужно работать для того, чтобы у вас с вашими показателями натальной карты было больше как раз-таки денег. Ну, во-первых, это все сервисные службы, то есть и это все те люди, которые оказывают услуги. Все люди оказывают услуги. Вдумайтесь, это может быть как и мастер ногтевого сервиса, как и визажист, и ландшафтный дизайнер. И вы сейчас скажете, как это вообще может отличить, почему это к Деве относится, да? И здесь человек, который делает ремонт, неважно, обои он клеит, либо розетки он вставляет, да. Здесь астролог, если у вас заполненный шестой дом, и у вас там Уран, то вы оказываете услуги астрологические, понимаете? Здесь психологи, у кого заполненный шестой дом, и там расположен Нептун. Либо же, например, вы музыкант и работаете где-то в художественной музыкальной школе. Понимаете, о чем я говорю? То есть все те люди, которые оказывают услуги, а это просто невероятное какое-то количество, фотографов сюда же, если там связано с Нептуном, консультационные услуги. Если есть история связана с Венерой, то есть если Венера находится в шестом доме, то это консультационные услуги, партнерские услуги, какие-то бартеры, но не обязательно только они, нет. Здесь, когда взаимовыгодное сотрудничество, и вы с партнером очень даже хорошо у вас идут взаимоотношения, понимаете, да? Вот здесь юриспруденция в том числе, это опять же оказание услуг, если там находится Юпитер. Понимаете, о чем я говорю? Во втором, шестом, десятом доме, если находится в знаке Девы. Это история, которая связана с юриспруденцией, опять же, да, но, естественно, для этого всего нужно развивать новые качества, да, новый брать масштаб, новый нужно брать размах. И сейчас вы мне скажете,
А как вообще, говорят же, дева должна экономить и довольствоваться малым. Расскажу сейчас фишечку, почему в определенный момент жизни нужно убрать как раз-таки эту экономию для того, чтобы взять больше. Еще не сказала, здесь вообще все инструменты, здесь медицина и для людей, и для животных, в том числе здесь работа, связанная, в принципе, с животными, в зоопарках, в том числе. Здесь история связана с медициной, и психология сюда же отходит, потому что не просто так у дев на самом-то деле дева – это знак зодиака, в котором очень много страхов, фобий, комплексов и сомнений. Вопросики этого всего нужно искать в знаке напротив. А напротив шестого дома всегда 12-й. Понимаете? Напротив второго дома всегда 8-й. Напротив 10-го дома всегда 4-й, откуда все это родом пошло и ноги откуда растут. Да? Напротив знака девы всегда знак рыбы. Всегда. То есть и все вопросики, которые есть у вас, вопросы сейчас в жизни, в здоровье, с долгами, не можете взять новый уровень, проработали там 5-7 лет, 10 на одном месте, и понимаете, что хочется искать нечто новое, чего-то такого вах. Нужно брать новый уровень, нужно управлять, нужно брать больше, потому что если довольствоваться тем, что есть, никакие новые средства не придут. Ну вот не придут. То есть если вы инженер, сюда тоже может быть все, что связано с инженером. Бухгалтерия, сюда опять же мы идем. То есть и если у вас Плутон в шестом, во втором или в 10-доме, то это оказание финансовых услуг в том числе. То есть когда через вас проходят очень большие, мощные суммы, и вы там очень классно наводите порядок. Понимаете, о чем я говорю, да? Вы прекрасно с этим работаете, и для вас кризис, когда вы с этим не работаете. Понимаете, о чем я говорю? И ваша жизнь заставляет с этим работать. Только так оказывает такие мощные финансовые услуги. И денег, естественно, становится больше, когда вы не просто клерк в какой-то компании, когда вы поднимаетесь, берете должность больше, начинаете обучать, начинаете управлять, даже не сколько обучать. Вы, естественно, когда поднимаетесь выше, вы обучаетесь сами, потому что управитель у дев – это Меркурий. А Меркурий – это планета, которая всегда в обучении, которая всегда находит коммуникацию, решение вопроса. И в чем разница Девы и Близнецы? Потому что в Деве Меркурий, он приземленный, то есть все навыки, силы и потенциал Дева может спокойно реализовать в своей жизни. В чем сложность у близнецов, особенно когда близнецам нужно смотреть там очень долго что-то, учиться или обучаться, и когда это входит в такую рутину, для близнецов это вообще такая история чуть ли не инфаркта. В чем здесь фишка? Потому что им, правда, сложнее, и очень нужно писать, записывать, как-то приземляться, приземлять свои мысли для того, чтобы охватывать навыки, и охватывать навыки побольше. То есть превратить это в какую-то структуру, но не такую большую, глобальную, потому что близнецам от этого становится страшно. Девам нет. Девам нормально, но тем не менее усложнять свою работу тоже не надо. Поэтому сферы жизни, вот смотрите, здесь может быть как от интеллектуальных инженеров, так и хочется сказать, да просто электрика, но никогда в жизни не проложить проводку без точных и четких знаний. И сейчас, если вы прекрасно таки понимаете, что у нас в мире случился коллапс, все хотят стать офисными легкими работниками, но денег там уже давно не платят, если ты не занимаешь какую-то должность, да, по всему миру. Я знаю, что меня смотрят люди на разных языках, и это такая нормальная практика, ребят, поэтому понимаете, девчата, да, что сейчас, и если ты умеешь что-то делать руками, а управитель дев – это Меркурий, это кисти рук, когда ты умеешь что-то делать. И хочется сказать, что, например, все те должности, всю ту работу, которую я только что перечислила, бухгалтерия, например, ты сидишь, ты ручкой пишешь, понимаете, ты считаешь на калькуляторе, ты мышечкой что-то там делаешь, да. Когда я строю гороскоп, у меня тоже бесконечно вот тут, оно вот все написано, все расписано, то есть это бесконечные подсчеты. А человек, который проводит проводочку, что он делает? Он берет и пишет, понимаете, составляет план. Это нужно все проанализировать, это нужно закрепить, это нужно утвердить, понимаете, о чем говорю. Человек, который занимается автомобилем, ну, то есть это тоже история сюда абсолютно сходит, оказывать любые услуги. Представляете масштаб оказания услуг в этом мире?
То есть и здесь очень сильно, если у вас есть какой-то навык, это вы умеете заниматься финансами, умеете ли вы заниматься прогнозированием, либо вы инженер потрясающий, да, потому что проложить проводку или отремонтировать автомобиль, это нужно иметь инженерское на самом-то деле вот эту историю образования. Что сюда здесь? Мастер ногтевого сервиса однозначно нужно знать всю технологию, как правильно наложить маникюр для того, чтобы дама с ним проходила 3 недели, ей было прекрасно, и чтобы она каждый месяц возвращалась. Для того, чтобы нарастить реснички, оказать услуги визажа, здесь точно та же история, большая технология. Кому-то со стороны скажет, да ладно, ты же помад там взял, вот просто взял, намазал и все красиво. Да ладно, по цветотипу разобраться надо, дорогие мои. Покрасить волосы, постричь волосы. Это история, которая очень многогранна. Истории связаны с любыми оказаниями услуг. Вот сейчас просто сядьте и подумайте, ваша работа – это что? Работаете ли вы в какой-то большой компании, вы просто что-то делаете, наводите ли вы порядки в документах. И вот если вы уже 5-7 лет там работаете, и вы хотите больше денег, тогда вам нужно брать историю, уже уходить в менеджмент. То есть вам нужно хотя бы стать руководителем отдела, либо помощником руководителя отдела, либо уйти в свое плавание, открывать свой бизнес, открывать свою историю. И если у вас заполненный второй дом со знаком 9, то вы, в принципе, можете работать всю жизнь, где-то оказывать услуги, и вам с этим вполне себе нормально. А если, конечно же, у вас заполнены 6 и 10 дом, по 6 дому хочется иметь свою ответственность, какой-то там бизнес, как минимум это управлять каким-то отделом, и это нормально. Не обязательно иметь свой какой-то бизнес, можно просто управлять. И эта история тоже очень хорошая, будет приносить больше денег, чем если вы просто занимаете рядовую должность. По 10 дому? По 10 дому вы хотите стать известным, вы хотите иметь бренд такой более мощный, вы уже не хотите в операционной истории столько возиться, вы хотите создать себе имя, быть узнаваемым. Но, как правило, здесь история связана, многие уходят в чиновники, и опять же, это все через историю оказания услуг. Какие услуги вы оказываете, да? Поэтому здесь, понимаете, сейчас буду говорить плюсы и минусы, качества, которые нужно развивать для того, чтобы получить больше. Особенно если вы понимаете, что вы уперлись. То есть по второму, по 6, либо по 10 знаку, либо же вы знак Девы, ваше Солнце в Деве, либо же, например, у вас, например, Солнце еще во Льве, но все другие планеты, там Луна, Венера, Меркурий, Марс уже в Деве, либо же, например, у вас Солнце уже в Деву ушло, но вот личные планеты Луна, Венера, Меркурий и Марс, они еще в Деве. Тогда, конечно же, вы пытаетесь все себе это соединить, чего вам хочется, чего не хочется, и как же все-таки сделать больше, потому что если вы Дева, у вас 100% раздирает такой внутренний самозванец, внутренне. Не знаю ни одного, кто с такими показателями не чувствовал бы в себе самозванца. Вы боитесь брать большие суммы за свои чеки, вы боитесь называть цены. У вас страхи и комплексы, что к вам просто не придут, что вы так себе профессионал, что вы уже там 10 лет, например, работаете. Да? То есть что нужно делать? Вы очень сильно себя критикуете, то есть и вы входите, например, в экономию. Потому что на просторах интернета говорят, что дева должна довольствоваться малым. Прекрасная история, которая вгоняет деву, которая собралась брать новый уровень в долги. На самом-то деле это так, еще и провисает здоровье, чувство ненужности, одиночества и вот это вот все, а еще и долги сверху падают. При всем при этом, дева, запоминаем, это земной знак, у которого цель должна быть приземленная, не отлетевшая, четкая и понятная. Качества, которые нужно развивать деве, это точность. Согласитесь, если кто-то зальет не то масло в автомобиль, да, сам, то или не туда зальет, согласитесь, и вообще уже прям неинтересно становится, да. Во-первых, нужна чистота в своей работе. Если вы бухгалтер, если вы работаете с документами, это должно быть четко и понятно. Порядок, избирательность, да. То есть эта вся история абсолютно девы, которые нужно выбирать, в эти качества в себе взращивать. То есть у вас в работе должен быть порядок, у вас все должно быть четко, у вас должен быть такой
план, тем не менее, да, то есть нужно планировать свою деятельность, нужно становиться практичным. Понятное дело, смотреть, если вы можете, например, заказать для своей работы, например, какой-то товар, и нужно смотреть, вы переплачиваете за бренд или вы можете взять совершенно такого же качества и точно такой же сервис предоставить человеку, но вам не обязательно для этого иметь, тратить, например, в 2-3 раза дороже. Понимаете, о чем я говорю, да? Здесь такая история разумной экономии, не переплачивать за бренд, потому что это модно, понимаете, потому что это популярно. И четко здесь понимать, какую пользу принесет вам вложенные ваши силы, вложенные ваши деньги в свою работу, в свой профессионализм. Естественно, стараться всеми своими силами накапливать деньги, созидать, сохранять как угодно, потому что те девы, у которых есть финансовая подушечка, не тяжело развиваться. То есть происходит развитие в легкости, на интересе, потому что девами управляет все-таки Меркурий, а это когда ты учишься, хочется что-то познать. Естественно, если долги просто постоянно в спину стучатся, да, естественно, какое здесь может быть развитие? Здесь нужно с долгами рассчитываться, да, и постоянно такое чувство ужатости. Нужно пересмотреть все свои траты, нужно пересмотреть не только финансовые траты, но и на что вы тратите свое время, на что вы тратите свое время. Основная мощная история у дев – это вопрос с ленью и прокрастинация. Выговорила правильно это слово, потому что иногда кажется, что вот столько всего сделали, а по факту результат нулевой. Вопрос, что вы такого сделали, куда были вложены силы, средства, деньги, ресурс для того, чтобы получить результаты? То ли вы туда вложили, или вы просто считали за интерес соцсети листать и смотреть, как у конкурентов, например. А ваш ресурс что? Нужно быть внимательными деталями, нужно постоянно... Скромно здесь история того, что подсчитывать свои средства, затраченные ресурсы по факту своих денег, в том числе интересов, целесообразность, основное качество. Задавать себе главный и очень простой вопрос: а зачем? А зачем мне это нужно? Он простой вопрос, но он очень сильно разбирает все какие-то там иллюзии. Да? Зачем мне переплачивать за бренд? Зачем мне, если вы, например, блогер, психолог, например, какой-нибудь, да, то зачем нужно, например, записывать очень много вот этих видео для того, чтобы что? Понимаете, о чем я говорю, да? То есть понимать, для чего вы все это делаете. Тщательная работа, конечно же, когда вы влияете на процесс, когда вы внутри все контролируете, вам и самим хорошо, потому что так вы реально видите свой результат, вложенные силы, как они окупаются, действия. И да, потому что для девы очень важная история – это не получить того результата, страх быть ненужным, страх быть отверженным. Пошли дальше, это различные комплексы, что у меня некрасиво, неинтересно, не нужно, не полезно. Потому что очень многих дев воспитывают в истории: если ты не полезен, то что ты можешь еще этому миру дать? Да много чего на самом-то деле, и иногда нужно быть неполезным, иногда нужно быть полезными себе. И это основная такая история, знаете, у дев, когда нужно пахать, пахать, потому что в интернете же говорят, дева – это тот знак зодиака, который постоянно пашет. Вопрос, зачем? Для чего? Если вы просто человек, который работает в обычном офисе, и вам вполне хватает на жизнь, живите себе, просто поймите, что вам этого достаточно, и вам с этим хорошо. Понимаете, о чем говорю? Зачем себя загонять и мучить? А вот если вы уже поняли, что вы уже почти профессионал в своем деле, тогда вам, конечно же, нужно брать новый уровень и понимать, перед новым уровнем у вас всегда будут долги, вас всегда будут одолевать страхи. Скорее всего, если вы будете лежать себе, переживать и волноваться, и говорить, что вы неудачник, неудачница, у вас, скорее всего, посыпется здоровье. И для этого февраля, между прочим, это очень хорошее видео, потому что у многих сейчас барахлит здоровье. И, скорее всего, если у вас сейчас в жизни вы не знаете, что делать, и считаете, что очень много лет последней своей жизни вы вообще не в то вложили, и вот эта история у вас уже 3-4 месяца длится, вы очень вовремя слушаете этот гороскоп. На самом-то деле вы просто находитесь от такого большого важного решения в своей жизни, чтобы подняться еще выше, но вам страшно. Страшно, что не получится. Естественно, как у всех бывает эта история, но долги еще заставляют подниматься
выше. Поэтому здесь смотрите, если у вас в знаке Девы или во втором, в шестом или 10 доме, например, находится, начнем с простого, находится Венера, да, самое легкое и простое, то вам хочется оказывать какие-то консультационные услуги, какие-то, чтобы это было красиво, либо это услуги, связанные с партнерской какой-то деятельностью, либо это какие-то, не знаю, там, любовные гороскопы, либо это психология для пар, семейная, да, то есть вопросы в отношениях. И здесь нужно это тоже очень четко понимать. Либо вам хочется оказывать услуги, связанные с тельцом, да, потому что здесь по комфорту, качеству, улучшения жизни в том числе оказывают какие-то красивые бьюти-услуги, и это тоже нормальная история. Но для того, чтобы это начать делать, нужно посмотреть на себя, потому что если вы сапожник без сапог, что вы можете дать людям? Если вы сами не развиваетесь, выглядите так себе, ваша Венера, внешний вид находится в плачевном состоянии, вы себя забросили. То есть если вы себе не можете позволить красивую одежду, как вы будете претендовать бьюти-услуги для людей? Если вы психолог, который хочет работать с парами семейной психологии, говорит, как нужно искать мужа или жену, то если у вас у самих нет отношений, сейчас меня сейчас прям закидают, я знаю, да, как вы отыгрываете эту историю? Вы ее проживали, вы в ней хорошо живете, если же у вас стабильные отношения в браке, вы не в браке, но у вас стабильные отношения, вам с этим все прекрасно, здесь-то понятное дело. Я не говорю, дорогие, про то, что, например, в жизни сейчас все не идеально, у всех бывают кризисы. Это другая история, я надеюсь, вы меня поняли. Но если вы психолог 20-летний, который вообще не прожил в жизни ничего, учиться надо. Учиться нужно понимать, проживать эту историю, потому что знак зодиака Девы – это та история, когда нужно прожить это в голове, проговорить. И если это ушло в тело с точки зрения лишнего веса, зажимов, зажатости, блоков, какого-нибудь скрипучего колена, какого-то там зажима в спине, значит, это у вас где-то ушло, понимаете? Нужно разбираться в своих страхах, в их комплексах, понимаете? Потому что если вы человек, который разбирается в этих вопросах, то есть если это ваша профессиональная деятельность, но у вас при всем своем в жизни этого нет, не взять вам новый уровень, понимаете? Не взять, не получится. То есть нужно в этом разобраться максимально честно. А Дева – это максимально честный знак зодиака. Ну, честнее него только Козерог, но он более жестокий, понимаете? А Дева – это тот знак, который лавирует между красотой, честностью, практичностью, интересом в том числе. То есть это та самая приземленность, это те самые деньги, которые идут на интересе и красоте. Понимаете, о чем я говорю? Если вы в себя не вкладываете, то как вы можете говорить, что нужно быть такой манкой, красивой и интересной, если вы сами внутри не такая, не такой и не можете себе это позволить? Понимаете, я о чем говорю? Если у вас Меркурий находится во втором, в шестом и в 10 доме, либо в знаке Дева, то вам нужно говорить, думать, анализировать. И до тех пор, пока ваш рот закрыт, у вас нет связи, коммуникации, знакомств, клиентов, у вас не будет такого большого потока финансового, который вы себе в голове распланировали или который вы посмотрели, чтобы он у вас был. У вас должны быть связи, понимаете, о чем я говорю? И эти связи, они строятся, конечно же, на чем? На вложенных ваших коммуникациях. И без этого, понимаете, никуда. Если у вас во втором, в шестом или в 10 доме находится Марс, Марс – это агрессивная планета, это занятие спортом, это активность, то есть это когда человек постоянно что-то делает. Как правило, таким людям хочется, им нужно заниматься бизнесом, но на минусовых историях это те люди, которые постоянно ругаются, дерутся, недовольны, говорят, почему у меня этого нет. То есть они постоянно злятся. Постоянное зление, постоянная агрессия – это история того, что вы не расходуете свой потенциал с точки зрения деньгозарабатывания. Если у вас сбитый режим дня, заведите себе собаку. Если у вас барахлит здоровье, то вы ленивы, то есть вы не двигаетесь активно настолько, насколько это нужно. Понимаете, я о чем говорю? И здесь нужно понимать свою агрессию. И если вы спрятали свою агрессию далеко и стали очень удобным и услужливым человеком, то не получится у вас заработать те деньги, которые вы хотите. Вы можете быть скандалистом, вы можете отвечать там, не знаю, на комментарии людям очень зло,
но при всем при этом это ваш максимум. А для того, чтобы заработать те самые деньги, которые вы хотите, построить тот самый бизнес, который вы хотите, вам нужно вообще, в принципе, понимать, что вы злой человек, и вы готовы свое выгрызать. Понимаете, о чем я говорю? Но это нужно выгрызать делом, не словом по большей части. Но если надо, нужно будет и сказать. Понимаете, о чем я говорю? Если у вас во втором, шестом, десятом или в знаке Девы находится Луна, ох, Луна очень сильно размывает эту историю, особенно если Луна в шестом доме, она вот дает такую либо лень, либо апатию, либо такое состояние белка в колесе. Здесь нужно очень четко давать себе режим дня и отдыха. Обязательно отдыхать, обязательно по плану работать и отдыхать. И если здесь только работать, только пахать, то выгорает человек, как правило, и может менять на этом фоне работу очень часто, очень сильно. Точно так же ко второму и к десятому дому. 10 дом это вообще такая другая история. Это, как правило, мама у вас такая мощная, активная, деловая. Но вы, если маму такую не любите, значит, вы не хотите принять, что вы как мама. То есть неважно, мужчина вы или женщина, если у вас Луна в 10 доме, у вас очень деловая, властная мама, но вы боитесь свою эту власть принять. А мы всегда копии своих родителей, как бы нам не хотелось это делать. Яблоко от яблони никогда не укатывается отдельно. От осинки никогда не родятся апельсинки, понимаете? Если у вас Луна во втором доме, вы просто можете уходить в лень, просто лениться и ничего не делать. Как правило, Луна во втором доме, человек очень сильно любит вкусняшки, зависать дома, у телевизора, ничего не делать. Убирайте вот это положение Луны, ставьте четко в график свое расписание, потому что если вы чувствуете, что у вас уходит в минус и лени у вас становится больше, не заработать вам вот этих денег. Понимаете, о чем я говорю? Нужно включаться и двигаться дальше. Если у вас Сатурн во втором, шестом или в 10, кто смотрел мой недавний рилс, эта история как раз-таки про то, что в легкости не заработать. Здесь нужно прям таки четко планировать, максимально планировать свои цели, планы, чтобы они не были подвешенными в воздухе, вырабатывать свой профессионализм в вашей сфере, которую вы выбрали с точки зрения оказания услуг. Здесь без профессионализма, здесь без крупных связей влиятельных людей будет сложно. Как правило, очень часто такие люди: да я сам все сделаю, я сам все сделаю. Когда у человека есть связи, есть влиятельные люди в окружении, он такой: да я сам. Ну и долго будем сидеть, да, сами. Ну, у вас по натальной карте подтягивайте людей в вашем окружении, профессионалов, и продвигайтесь вперед. Что сидеть-то? Не надо сидеть. Ну и да, здесь, конечно же, накапливать нужно больше, чем тратить. Тогда у вас будет внутреннее ощущение, что вы классный специалист. Это внутренняя такая история, понимаете, о чем я говорю? Если у вас Юпитер во втором, шестом, десятом, в Деве, либо просто в шестом доме, не в Деве Юпитер, не получится здесь без масштаба зарабатывать то, что вы хотите. В шестом или в 10 доме нужен большой масштаб, нужны заграничные связи, нужны иностранные языки, и вот здесь нужны бренды, да, нужно подключать бренды, взаимодействие с брендами, с крупными компаниями, которые на виду. Но опять же, если вы берете новый уровень и вы экономите на всем, не даете себе одеть тот костюм, чтобы выглядеть в нем более профессиональными, а о чем можно говорить? Вот и попсовые гороскопы экономить девам на всем. Не получится экономить, понимаете? То есть на каком-то уровне экономка – это хорошая история, но если вы собрались наверх, здесь нужно в себя вкладывать. Если у вас, кого сказала, Уран, Уран второй, шестой, десятый или просто шестой или в Деве. Это история инженеры, IT, здесь история креативных знаний, нестандартного подхода, астрология сюда же, работа с какими-то большими глобальными мощными фондами. А здесь нужно становиться человеком открытым и уметь брать и $10 за консультацию, и $1000 за консультацию, и иметь спокойно договориться и с тем, и с тем. Понимаете, о чем я говорю? Вот такая история. Если у вас Нептун во втором, шестом, десятом, связано это все с девами, понимаете, сейчас открываем и смотрим, то здесь история творческого размаха, порыва, масштаба и, опять же, умения
чувствовать ситуацию, умение вливаться в момент, понимаете. Здесь все творческие профессии, музыкальные, художественные, опять же, сюда же психология, сюда же медицина. Вот такая история. Фотографии, монтаж, контент, вот эта вся история. Тоже, кстати, с Ураном сходится контент-история. Ну, если Плутон у вас. Если у вас Плутон во втором, в шестом или в десятом, все это связано с девами, либо просто Плутон в шестом, это история того, что нужно оказывать финансовые услуги, нужно брать больше денег, нужно переходить через кризисы, и каждый новый подъем – это всегда кризис, копание в своей голове. И нужно подниматься выше и говорить себе, что где-то, да, я был неправ, где-то я была не права. Либо все разрушается старое, как правило, и вы начинаете по-новому расти, либо вы трансформируете все старое в себе, и поднимаетесь на новый уровень. Что нужно делать, какие качества? Ну, здесь, собственно, да, превратить свою работу в систему, в запланированные действия. Если вы уж замахнулись на новый масштаб, ну, нужно себе четко просто понимать, ваша цена и плата за новый масштаб и новые деньги – это система, это планирование, это четкость, порядок, продуктивность. Но опять же, сейчас еще будут вопросики, да, во что нужно вкладываться, да, когда вы ведете дневник расходов и доходов, да, когда вы не тратите на какие-то непонятные пустышки, с которыми вы давным-давно наигрались. Но подведите себе черту и скажите: все, уже неинтересно. Повзрослейте, и это нормально. Оставьте себе один день в неделю и определенные какие-то средства для того, чтобы тратить их вот на какие-то свои мелочи, нюансы в своей натальной карте. Вот. Вкладывать деньги во внешность, в здоровье, в свой ресурс, в красоту, в свой профессионализм. Поэтому здесь опять про то, что на определенном уровне экономить можно, носить дырявые носки тоже можно, и старый костюм тоже можно, не покупать новый. Работать со старыми инструментами, на старых программах, со старыми отвертками, вливать старое масло, антифриз и очень много чего, прокладывать проводку на каких-то неудобных проводах. Но опять же, если вы хотите сэкономить очень много времени, если вы хотите не просто свое время, а время своих же клиентов, потому что, выходя на новый уровень, вам будут попадаться именно те люди, но вы должны себе в голове разрешить это, что это будут те люди, которые ценят больше комфорт, качество услуг, и это качество будет зависеть еще от уровня сервиса. То есть насколько это будет качественно, насколько это будет красиво, быстро, интересно. Потому что все, что связано с услугами, это может быть как и клининговая компания. Мы живем в мире абсолютно ленивых людей. И мне кажется, создать сейчас клининг для того, чтобы просто стабильно зарабатывать, это не то, что позорно, это вообще просто супер класс, потому что эта история очень популярна, и она будет еще популярнее. Абсолютно любые услуги, вот куда ни скажи, просто сейчас сложилось такое мнение и картинка в социальных сетях, что быть девой – это не прикольно, что это такой неприкольный знак зодиака, который оказывает услуги. Дорогие мои, я астролог, я оказываю услуги. Чего здесь такого? Я оказываю услуги, я работаю на людей, и это тоже нужно понимать. Но основная история – вкладывать в свое здоровье, в свой профессионализм. Перед повышением нового уровня всегда вкладываемся в новое обучение, в новый профессионализм. Не обязательно в обучение. Обучение, естественно, это всегда повышение квалификации. Вкладываемся в свой внешний вид, в красоту, в свой ресурс. Даем себе отдых. Планируем не только работу, но и отдых. Без этого никак. Сходите в спа, на массаж, расслабьтесь, выспитесь, к врачу сходите, посмотрите, помните все свои косточки. И где особенно есть у кого-то зажимы, вопросики, дергается глаз, например, после какого-то, например, сезона, у астрологов дергается глаз в конце декабря, точно так же, как у мастеров ногтевого сервиса, например. Понимаете, о чем я говорю, да? У автовладельцев, точнее, у тех, кто занимается с автомобилями, у них весной дергается глаз, когда начинается вот этот большой такой мощный ажиотаж. Везде есть сезонность, но если вы идете на новый уровень, начинайте планировать сезон, начинайте четко и честно себе говорить. Когда у вас, как правило, нету денег, откладывайте себе в высокий сезон средства для того, чтобы не провисать. Понимаете, создавайте свою работу как такой логичный поток действий. Не надо себе рисовать сразу такого большого жирного слона, чтобы его взять. Если уж нарисовали, поделите его на множество мелких деталей для того, чтобы сначала сделать одно, потом другое,
четко распланировали и спокойно к этому идите. Ну и, конечно же, быть максимально внимательным. Согласитесь, да, не очень приятно, когда астролог совершил ошибку в прогнозе, когда бухгалтер совершил ошибку в проводке и когда не тот бензин был залит в автомобиль. Понимаете, о чем я говорю? Когда не той тушью были покрашен, ну, то есть макияж был завершен не той тушью. Понимаете, о чем я говорю? Подобран не тот лак для волос. Все что угодно. Подобрано не то растение для ландшафтного дизайна на каком-нибудь участке. Понимаете, о чем говорю? Не те блюда в ресторане подобраны, понимаете? Здесь вообще весь сервис, все оказания услуг подобраны не те, медикаменты. И, как правило, все эти истории возникают, когда человек, который оказывает услуги, максимально не в ресурсе, устал. На усталость всегда приходит от большой мощной переработки. Поэтому здесь давайте себе время отдыха, разбирайтесь в своих комплексах, подключайте свои лучшие качества, убирайте зависимости свои какие-то, потому что у девы есть такая история угодить всем, но при этом забыть про себя. Дорогие, если вы угождаете всем и забываете про себя, тогда очень сложно подняться на новый уровень. Нужно в себя начинать вкладывать, в себя, в свои ресурсы, в свои инструменты, в свой отдых, себя здорово критиковать. То есть, если совершили ошибку, предоставьте лучший сервис, например, да. То есть, это такая история нормальная. Но, к сожалению, дев воспитывали всегда, что если пользы нет, если не сделано как надо идеально, значит это не сделано и не оказана услуга. Нет, дорогие мои. Пересмотрите, пожалуйста, своего внутреннего перфекциониста, не будьте настолько злыми к себе и понимайте, что страхи всегда в нас сидят для того, чтобы нас останавливать от нечто большего. Все получится, если делать. И это такая очень важная история для дев. Меньше болтать и больше делать. Особенно если вы понимаете, что у вас разговоры не по делу, значит, скорее всего, вы просто потратили время и ресурс. Поэтому, если у вас Меркурий участвует в вашем взаимодействии со знаком Девы, либо во втором, либо в шестом, либо в 10 доме, значит, у вас и разговоры должны быть по делу, чтобы вам за них платили. И тогда свои лучшие качества нарабатывайте для того, чтобы у вас все было хорошо. Дорогие мои, вот такой гороскоп. Вот такой гороскоп. Естественно, это не популярная астрология. Это основано на сколько лет уже моей практики, поэтому если у вас остались вопросы, оставляйте в комментариях, и я в режиме свободного времени на них отвечу. Ну а самых отважных жду на консультации. Увидимся в следующем ролике. Пока-пока.